Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, в этом ролике будем менять штатные подкрылки на крузаке TLK-100, Toyota Land Cruiser 100 на нештатную, на вот такой подкрылок, который полностью закрывает пространство под крылом. Для чего? Чтобы никакая грязь, никакие куски снега большой никуда не попадали, куда бы мы ни хотели. В частности, за вот такие штатные подкрылки. Вот смотрите, даже показываю. Открываю, а там сыпется очень много песка. Вот от этого будем избавляться и менять вот такие широкие подкрылки, которые клиент купил в Санкт-Петербурге, что-то там порядка 2-2,5 рублей за штуку. Но это было год назад, сейчас подороже, возможно. Но в любом случае они очень надежные, хорошие и легко устанавливаются. У себя на крузаке я тоже поставил такие же. Показываю, как это получилось. Вот, обратите внимание, закрывает полностью это пространство. Ни песок, ни грязь, ни снег, шибко не налипает и не залетает. Особенно вот с правой стороны, вот в этом месте. А грязь любит скапливаться, потом в дождь, не в дождь, всегда она мокрая. И получается такое, что там проходят трубки, алюминиевые трубки кондиционера. И грязь на этих трубках собирается и разъедает. И тогда у вас кондиционер не работает. Поэтому, друзья, защитите этот угол обязательно. Старайтесь. Смотрите этот ролик. Как получится. Вернее, я знаю, как получится. Просто как это все установить, ничего сложного. Итак, друзья, смотрите этот ролик. Канал Юрганов Лайф. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А я прямо сейчас на этом автомобиле. Это моего друга Михаила, тот, который со мной рядом строит дачу. Это его автомобиль, будем устанавливать вот этот подкрылок. Итак, погнали. Почему на самом деле просто устанавливать? Потому что производитель этих подкрылок позаботился о клиенте, о владельце такого автомобиля, как 100-й крузак. И места, где необходимо крепить этот подкрылок, он вот сделал вот такие как бы пометки, бляшки, где будут саморезы, крепления к кузову. Самое интересное, друзья, что мы будем крепить без просверливания крыла или там, скажем так, рамы. Просто будет на всех штатных местах, на штатных креплениях, плюс дополнительные клипсы, которые можно купить в любом магазине крепежей. У себя на машине я, в принципе, достаточно эстетично сделал. Забыл это вам сказать. То есть я более-менее красиво здесь вывел, спрятал за бампер. Но в нашем случае будем делать по-другому. То есть у нас подкрылки, пришлось мне здесь вырезать стык бампера с крылом. Дальше еще там что-то делать такое, что это отнимает и кучу времени. И, ну, скажем так, не совсем правильно. Потому что все равно грязь у меня вот сюда попадает. Вот она и есть. И туда в бампере немножко доскапливается. Чуть-чуть да есть. Это опять же неправильно. Поэтому мы подкрылок пустим прям поверх бампера. И вот здесь его также закрепим, то есть будет сверху саморезами, может на этих местах, может на других, но тем не менее. Ну а здесь, смотрите, локеры тоже дополнительно устанавливались, но эта шибко не спасает, потому что грязь, когда колесо вперед крутится в эту сторону, грязь с колеса залетает. И сюда я вам покажу, сколько там грязи, и в этот короб пластиковый штатный. Поэтому надо, меняем и устанавливаем. Есть еще варианты. Можно, в принципе, спрятать под крыло. Это как Михаил сделал. Если чуть попозже вам покажу. Но он за крыло. Тем не менее, грязь все равно попадала в крыло и кое-где начинала ржаветь. Ну, а мы сделаем сегодня все это правильно, чтобы было функционально. Может, не совсем эстетично, не совсем красиво, но для крузака это не важно. Он сам автомобиль красивый и эстетичный. Нам главное, чтобы грязь не залетала подкрыльное пространство.
Для удобства установки подкрылка откручиваем колесо. Убираем защиту заводскую и не только заводскую. Откручиваем все эти болты, убираем клипсы, вытаскиваем. Это не потребуется. Ну и этот, скажем так, самостоятельно установленный вокер тоже будем убирать. Вот посмотрите, сколько грязи закидывает за защиту пластику. Да вы, наверное, и сами знаете, поэтому и хотите поменять штатные подкрылки на нештатные, более усовершенствованные, что ли. Вот сколько накидала и сколько здесь еще осталось. Просто очень много. Возим ненужного барахла, грязи с собой. Подкрылок убрали, и теперь вы можете увидеть, сколько песка, грязи скапливается в крыле. Потом, насколько все уже немножко проржавело, что требует ремонта. Вот как раз в этом месте, где вы сейчас видите ржавчина, это соединение подкрылка вместе с кузовом автомобиля. Вот посмотрите, и здесь уже пошла ржавчина. То есть по-хорошему надо все перебирать и ремонтировать, красить, грунтовать. Все чистим и примеряем подкрылок, новый подкрылок. Для крепления подкрылка к крылу будем использовать вот такую пластмассовую скобу, чтобы не надо было ни сверлить, никаких дополнительных отверстий. И такой винт, который будем, шуруп, который будем вкручивать уже в эту пластиковую скобу. Их здесь 3 штучки. 1, 2 и 3. Вот таким образом будем защелкивать их. Защелкнули, и она держится, никуда не выскакивает. И будем уже вкручивать шурупчик, держа таким образом подкрылок. Все, примеряем и теперь уже прикручиваем.
Прикрутили полностью подкрылок. Вот как получилось. То есть кое-какие моменты я опустил. Я думаю, они не очень важные. Я вам сейчас расскажу, что самое главное. Итак, крепится на те же самые места, которые и были. Шилом сделали отверстие, продырявили и прикрутили. И изнутри подкрылки крепится в двух местах. Одно место это здесь. Посмотрите, к пластику, сразу скажу, я поспешил тогда пластик убрать, который родной боковой, он остается. Итак, новый подкрылок крепим к этому пластику здесь. И в другом месте это масса, где масса у нас идет, откручиваем, также просверливаем и прикручиваем опять обратно на массу. Дальше вверху крепится тремя скобами пластиковыми в ушке, которые есть в крыле, вот такими черными шурупами. И в бампере прикрутил тоже черными шурупами, саморезами сам бампер. В те места, где уже были предыдущие подкрылки. Но скажу так, здесь можно это сделать саморезами, потому что от отверстий не гниет сам бампер, потому что он пластиковый. Ну, вот как-то так. А снизу получилось там, что был прикручен также саморез. И саморезом все это также прикрутили к ушку. Вот, видите. Это у нас левая сторона. С правой стороны то же самое, аналогично, таким же образом все это крепится. Ничего нового. А затем просто берется канцелярский нож и обрезается излишек, который торчит за крылом. Немножко сложно, потому что подкрылки чуть-чуть разные по толщине. Какой-то такой недочет. Но в любом случае острым ножиком, потом шпателем и малярным скотчем, чтобы не повредить крыло, вы сможете срезать. То есть наклеиваете скотч, потом шпатель подставляете сюда и ножиком вот так срезаете. И все будет замечательно. Вот здесь с такими порогами лишнее обрезали и просто заправили туда внутрь. Если у вас будут обычные подкрылки стандартные, да, крузаковские, то также заправляется и вся эта геометрия сохраняется, совпадает. Ну а здесь получилось как? То есть обрезали вдоль бампера, а здесь вырезали полочку, чтобы низ заправить под бампер. Вот таким образом. А это вариант крепления подкрылка, когда, скажем так, третий способом, когда на крыле в этом случае он поверх идет, потом под пластмассовой вот этой накладкой неудобно запихивать туда, трудоемко. Потом дальше идет крыло, выпиливается подушка под ушко. Дальше здесь тоже выпиливается под ушко. Ну и вот так 3 раза здесь вверху неудобно. Здесь выпиливается прорезь, чтобы можно было спрятать. И таким образом, друзья, на мой взгляд, да, здесь эстетично выглядит. Вот если отсюда посмотреть, эстетично в плане того, что не торчит. Не видно здесь этого подкрылка. Но в плане практичности очень непрактично. Почему? Потому что камни все равно вылетают. И в этих местах начинает гнить, ржаветь крыло. Посмотрите.
Поэтому все-таки я не рекомендую. Но хотя в любом случае напишите об этом варианте в комментариях, какой из вариантов вам нравится установка. То есть когда полностью прячем, или так оставляем, или частично, как у меня, где здесь спрятано, а здесь снаружи. Если вы досмотрели до этого момента, друзья, до этого момента в ролике, то вы запросто сможете сами самостоятельно установить эти подкрылки, которые изготавливают в Питере, на свой сотый крузак, либо Lexus 470. Поэтому, друзья, если вам видео это оказалось полезным, ставьте лайки. Если у вас нету таких подкрылок, тоже ставьте лайки, значит, у вас скоро они будут. Ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч. С вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Я вам говорю пока и говорю, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч, пока.